Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Представьте себе ночь, когда небо Дубая выглядит оживленнее обычного. Ночь, когда тысячи огней города будто склоняется, уступая место одному сиянию, более яркому, более завораживающему и властному. Эта ночь была не просто красивым видом. Это был момент, когда мир стал свидетелем появления звезды, которая, даже не находясь там физически, смогла заставить весь город замереть. Ким Тэхьон. Когда стрелка часов приблизилась ко времени показа, толпа вокруг Бурдж-Халифы начала густеть. Туристы, местные жители и армии из разных стран стояли рядом, поднимая взгляд на самое высокое здание в мире с одинаковым чувством, любопытством, огромными ожиданиями и учащенным сердцебиением в предвкушении чего-то невероятного. Бурдж-Халифа, обычно спокойная вдалеке, в ту ночь начала меняться, словно сцена, готовящаяся представить своего главного героя. И в ту самую секунду, когда свет зажегся, все преобразилось. Интенсивный красный цвет залил поверхность башни, создавая драматический эффект, который мгновенно приковал внимание. Затем появилось изображение. Такое знакомое, такое культовое и все же каждый раз ощущающееся как новое. Лицо Ким Тэхьона. Четкое, резкое, будто парящее в воздухе, как гигантская голограмма. Толпа взорвалась криками, заглушая шум дорог и гул города. Все взгляды были устремлены на одного человека, который, несмотря на службу в армии, в ночь смог завладеть самой большой сценой в мире. Среди толпы царило чувство, которое трудно описать словами. Восхищение, трепет, гордость, смешанные воедино. Визуальный образ Тэхьона был не просто элементом кампании. Это было глобальное празднование артиста, чье влияние выходит за рамки индустрии и границы стран. Тертир выбрал монохромный красный не просто чтобы привлечь внимание, но чтобы отразить черты Тэхьона – элегантность, артистизм, смелость и неизгладимость. В ту ночь Дубай стал свидетелем чего-то большего, чем реклама. Это была декларация. Тэхьон не просто лицо бренда, он визуальный феномен. Один из самых влиятельных культурных символов мира. И Бурдж-Халифа, башня, на которой обычно показывают мировые праздники, крупные события и фигуры эпохи, вновь стала свидетелем того, как один человек способен изменить атмосферу целого города одним лишь появлением. И все началось с этого красного света, который вновь вписал имя Ким Тэхьона в небо Дубая. Окрестности Бурдж-Халифы внезапно заполнили поклонники BTS из разных уголков мира. Они принесли баннеры, лайтстики и постеры Тертир XV, превратив пространство в маленький глобальный фестиваль, полный радостных криков. Эйфория достигла пика, когда первое изображение Тэхьона появилось на гигантском экране, подтверждая его мировое влияние даже во время военной службы. Этот момент стал важной точкой, официально ознаменовав назначение Тэхьона первым глобальным послом Тертир. Решение широко хвалили эксперты индустрии как амбициозный шаг, ведь Ви известен своей мощной продажной силой и премиальным образом, двумя качествами, идеально сочетающимися с идентичностью Тертир – акцент на здоровой коже и элегантной эстетике. Это подтверждал и 44-секундный тизер, опубликованный в инстаграме бренда. В видео Тэхьон появляется в стиле, который фанаты назвали «ярко-красный образ», драматичный, утонченный и артистичный, похожий на короткометражный фильм, а не на обычную рекламу. Использование монохромного красного, который Тэхьон редко носит, сделало компанию свежей и уникальной. Фанаты тут же дали ему прозвище Royal Red Тэхьон, будто этот цвет подчеркивает его аристократическую, почти королевскую ауру. Компания была связана и с 10-дневным поп-ап-магазином Тертир в Дубае, где посетители могли попробовать продукты, посмотреть демонстрации, получить консультации по уходу за кожей и даже воспользоваться эксклюзивной услугой индивидуальной гравировки, делая каждую покупку личной и лимитированной. В поп-ап-магазине представили множество лимитированных товаров в честь коллаборации с Ви. Некоторые фанаты ждали с раннего утра, чтобы первыми приобрести эксклюзивные версии в фирменном красном стиле. Запуск кампании на Бурдж-Халифе считают одним из самых роскошных для участника BTS, особенно учитывая, что Тэхьон проходит военную службу. Многие фанаты расценили это как особое отношение, ведь Тертир представил Тэхьона как истинную глобальную икону, достойную самой величественной сцены.
Для Тэхьона это уже третье появление на Бурдж-Халифе за всю его карьеру. И хотя он не присутствовал лично, его образ на самой высокой башне мира стал символом его мощного глобального влияния. Визуальная кампания мгновенно привлекла международные СМИ, назвавшие ее еще одним доказательством эффекта Тэхьона, феномена, при котором его участие всегда вызывает всплеск трендов и продаж. В соцсетях фанаты заполнили платформы видео и фото с той ночи. Хэштеги вышли в мировые тренды, а ролики, снятые с разных точек Дубая, создали огромную онлайн-мозаичную панораму в ТикТоке, Инстаграме и X. Некоторые международные фанаты даже прилетели в Дубай, специально узнав о слухах о компании. Доказательство невероятной преданности фан-базы Тэхьона. Освещение Бурдж-Халифы в ту ночь было потрясающе четким. Лицо Тэхьона выглядело почти как живое голографическое изображение, заставляя многих туристов, незнакомых с ним, останавливаться и спрашивать, кто этот завораживающий человек на экране. Выбор Тертир был стратегическим. Тэхьон известен как визуальная икона с утонченным, но теплым образом отражения корейской философии красоты, ставшей мировой. Запуск кампании на Бурдж-Халифе был смелым жестом амбиций бренда. Основная идея – празднование здоровой кожи и уверенности в себе – идеально соотносится с естественной эстетикой Тэхьона и его безупречным цветом лица. Многие эксперты назвали эту коллаборацию идеальной синергией между артистом и брендом. Хотя Тэхьон не присутствовал, его энергия ощущалась невероятно сильно. Фанаты говорили, что почувствовали связь с ним, ведь он редко сотрудничает с косметическими брендами. Некоторые посетители Дубай-молла удивлялись огромной очередью поп-ап-магазина, понимая причину лишь после того, как увидели гигантский постер Тэхьона. Армии Ближнего Востока тоже объединились, чтобы запечатлеть события. Проводили маленькие встречи, раздавали тематические товары, делали прямые эфиры для тех, кто не смог прийти. Выражение Тэхьона на визуале спокойное, но интенсивное. Многие описывали как взгляд будто зовущий, усиливающий драматичность компании. Тем временем другие бьюти-бренды наблюдали за успехом. Аналитики считают, что шаг Тертир запустит новую глобальную тенденцию – стремление брендов привлекать кей-поп-айдолов в качестве лиц, объединяющих разные культуры. Потрясенные туристы загружали видео с подписью о том, что стали свидетелями одного из самых артистичных моментов в истории подсветки Бурдж-Халифы. Для армий это была не просто рекламная кампания, это было доказательство любви Тэхьона к своему делу. Без единого слова визуал передавал личное послание, будто он приветствует фанатов через гигантский экран. Тертир также представил специальный слоган для глобальной кампании, подчеркнув, что их сотрудничество с Тэхьоном – это новая эстетическая глава, а не просто реклама. Когда показ достиг кульминации, атмосфера вокруг Бурдж-Халифы превратилась в мини-концерт с криками, восторженными возгласами и даже спонтанным пением. Компания предвещает долгосрочный рост международных продаж Тертир, ведь эффект Тэхьона обычно длится месяцами. Многие фанаты отметили, что визуал напоминал кадры высокого кино. Минималистичное освещение, доминирующий красный и драматичная аура сделали его похожим на вступительную сцену большого фильма. И когда огни на Бурдж-Халифе начали гаснуть, стало ясно одно – ночь была не просто визуальным шоу, а заявлением о том, что влияние Ким Тэхьона не ограничено ни пространством, ни временем. Даже во время службы его имя звучит на самых грандиозных мировых сценах – доказательство того, что настоящая звезда никогда не теряет своего сияния. Фанаты уходили с дрожью в сердце, унося с собой необъяснимую гордость. Они понимали, что то, что они увидели, станет частью истории, одной из самых величественных глав в карьере Тэхьона. Бурдж-Халифа, пронзающее небо, в ту ночь транслировала не просто изображение, она излучала тоску, надежду и любовь миллионов людей к артисту. Тертир мог разработать идеальную стратегию и эстетику, но только Тэхьон смог превратить все это в незабываемый глобальный опыт. Каждый кадр, каждый световой переход, каждая секунда этого красного визуала ощущалась как тихое сообщение от него, что он всегда рядом, всегда творит, всегда отдает лучшее тем, кто любит его. И когда ночь вновь укрыла Дубай тишиной, в мыслях у каждого осталась одна мысль – это только начало. Если Тэхьон способен потрясти мир, даже не присутствуя лично, представьте, что произойдет, когда он вернется. Мир, возможно, не готов, но одно несомненно – имя Ким Тэхьон будет сиять дальше так же ярко, как свет, озаривший Бурдж-Халифу той ночью.